Самые красивые актрисы Голливуда регулярно появляются на обложках известных журналов и сияют на красных ковровых дорожках. В Голливуде множество красивых актрис, певиц, телеведущих и фотомоделей. Мэрилин Монро, Грейс Келли, Элизабет Тейлор – голливудские богини, о которых мы знаем все или почти все. Но фантастических красавиц золотого века Голливуда куда больше. Героини нашего обзора в 30-40-х годах считались эталоном женской красоты. Лана Тернер, непревзойденная и блистательная, снималась в кино на протяжении почти полувека. В 1940-е и 50-е годы она была одной из самых известных красавиц. Ее до сих пор часто называют иконой поп-культуры, гламура и экранной легендой Голливуда. Впрочем, славу актрисе принесли не только яркие роли, но и весьма насыщенная личная жизнь. Каждый раз она выходила замуж по любви, и очередной ее брак всегда оказывался скандальнее предыдущего. Кстати, замужем Лана была 8 раз. Постоянным партнером Ланы по съемкам был Кларк Гейбл. Они снялись вместе в 4 фильмах. Самой известной картиной актрисы стал фильм «Почтальон всегда звонит дважды», 1946 год. Она снискала славу новой Джоконды за свою неотразимую красоту и загадочную улыбку. А еще звание «Золотой девушки Голливуда», потому что фильмы с ее участием пользовались неизменным успехом. Ее красота ослепляла, говорили о Джин современники. Роли в фильмах «Лора» 1944 года и «Бог ей судья» 1945 года принесли ей номинации на «Оскар» и сделали звездой. Красивейшая актриса Голливуда, которой прочили вселенскую славу, не стала звездой номер 1, только потому, что была сломлена жизненными трагедиями. У Джин родилась глухая, слепая и умственно отсталая дочь. Легендарная звезда Кэрол Ломбард, снявшаяся в таких фильмах, как «Мой человек Годфри» и «20 век», станет одной из самых высокооплачиваемых актрис в разгар Великой депрессии. Ей также было суждено стать первой жертвой Голливуда во время Второй мировой войны. Ломбард ушла из жизни в 33 года, будучи на пике популярности. О ней скорбела вся Америка. С ее именем связана величайшая история любви Голливуда всех времен. Ее отношения со звездой, унесенных ветром, Кларком Гейблом, стали легендой. Актеры познакомились на съемках фильма «Не ее мужчина», и Кэрол много лет отвергала ухаживание известного ловеласа. Более того, она гордилась тем, что не пала жертвой его чар. Но вскоре они снова столкнулись на съемках, и чувства было уже не удержать. Оба, будучи несвободными, развелись, тайно поженились, и много лет этот брак был примером верности, доверия и взаимопонимания в Голливуде. Когда Кэрол погибла в авиакатастрофе, обезумевший от горя Гейбл едва не покончил с собой. До конца своих дней он не смог оправиться от этого удара. Ава Гарднер, американская актриса и певица, номинировалась на премию «Оскар». Обладательницу лица ангела и тела богини часто называли одной из самых красивых актрис XX века. В Голливуде она считалась звездой масштаба Монро и Лиз Тейлор, а нам Ава Гарднер скорее известна как женщина, от любви к которой едва не сошел с ума великий Фрэнк Синатра, и множество других легендарных современников актрисы, включая Ремарка. Ее самыми известными киноработами стали «Снега Килиманджаро», «Магамба», «Ночь игуаны» и другие. Лорен Бакол, американская актриса, признанная Американским институтом кино одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда, обладательница почетных «Оскара» 2010 год и «Сезара» 1996 год, 2 «Золотых глобусов» и 2 премий Тони. В 40-е Лорен считалась одной из главных красавиц, при этом ее красоту и амплуа называли интеллектуальными. Свое сердце ей отдал один из главных актеров всех времен – Хэмфри Богарт.
а фильмы с ее участием «Иметь и не иметь», «Убийство в Восточном экспрессе», «Самый меткий» и другие входят в золотой фонд Голливуда. Рут Дасти Андерсон. Эта невероятная красавица начинала карьеру как пинап-модель, а первые роли в кино были сплошь эпизодами. Впрочем, успех картин «Сегодня вечером» и «Каждый вечер» 1945 года, «Тысяча и одна ночь» 1945 года и «Способ любить» 1946 года сделали ей имя, а съемки в армейском журнале превратили девушку в секс-символа. 4 года Рут была замужем за капитаном морской пехоты США, а после вышла замуж за режиссера Жана Негулеско. Обретя семейное счастье, красавица ушла из кино. Следуя жестким стандартам красоты, актриса лишь позднее столкнулась с последствиями диет. Она не смогла иметь своих детей, но усыновила 2 девочек – Габи и Тину. С мужем она оставалась вплоть до его смерти в 1993 году. Хэдди Ламар – настоящий феномен 20 века. Женщина, которая была чертовски привлекательна и очень умна. Она прославилась как первая актриса, которая решилась сыграть обнаженной в киноленте с говорящим названием «Экстаз». А в исторические хроники Хэдди попала как изобретатель технологий прыгающих частот, применяющихся по сей день в различных сферах от мобильной до Wi-Fi связи. Ее называли второй Вивьен Ли за удивительное сходство, которое, впрочем, сыграло с ней злую шутку. Ниша была занята исполнительницей роли Скарлетт прочно. К тому же дерзкий нрав и привычка откровенно высказываться о нравах Голливуда помогли Хэдди нажить много врагов. Она снялась в таких фильмах, как «Алжир», «Леди в тропиках», «Самсон и Далила». Хэдди была замужем 6 раз и имела 3 детей. Вероника Лейк была киношной сенсацией в 1940-х годах, но сегодня ее имя едва ли можно назвать нарицательным. Ее карьера стремительно шла вверх и также стремительно скатилась вниз. Она блистала на экранах телевизоров и, искрясь счастьем, лучезарно улыбалась зрителям. Но при этом за пределами ролей она была глубоко несчастной женщиной. 4 развода, потеря ребенка, шизофрения и многое другое сыграли роковую роль в ее жизни, напомнив о том, насколько мимолетной может быть всеобщее обожание, слава и успех. Актриса прославилась с ролями в фильмах «Путешествие Салливана», «Оружие для найма» и «Стеклянный ключ». Стала настоящей сенсацией. Мужчины влюблялись в нее, женщины подражали ей. Но в итоге свою жизнь голливудская дива закончила в нищете и одиночестве. Марта Хайер. За ее грациозность, статность и невероятную красоту актрису прозвали королевой второстепенных ролей. Разумеется, актриса хотела играть и главных персонажей, но ей всегда доставались роли подружек невесты, статных дам, умных и соблазнительных роковых красавиц. Однажды Марта призналась, что смирилась со своим положением и просто наслаждается игрой в кинематографе. Однажды она пробовалась на главную роль в знаменитом триллере «Психо», но Мэриан Крейн в кинокартине Альфреда Хичкока сыграла другая актриса. Кинопробы она не прошла, но сама Марта говорила, что рада была познакомиться с известным гением. Ни одно мужское сердце было разбито этой горячей блондинкой. Она умела очаровывать мужчин, при этом стараясь не попадать в скандальные хроники. В своей автобиографической книге, выпущенной в 1990-х годах, Марта раскрыла всю подноготную старого Голливуда, открыв многие секреты знаменитых актрис, режиссеров и закулисья в целом. Рита Хейворт – американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов, ставшая легендой и секс-символом своей эпохи.
включена в список 100 величайших звезд кино по версии Американского института киноискусства. Фильмы с ее участием: «Земляничная блондинка», «Кровь и песок», «Девушка с обложки», «Ты никогда не будешь богаче» и много-много других фильмов. Эту ослепительную танцовщицу, дочь испанского иммигранта, называли бриллиантом Голливуда. Мужчины всего мира сходили по ней с ума. С ее именем связано выражение «секс-бомба» и название купальника бикини. В ее честь назвали коктейль «Маргарита». Она покорила сердце неприступного холостяка, режиссера Орсона Уэллса, а затем стала принцессой Пакистана, но, пожертвовав всем, вернулась на съемочную площадку.